Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня у меня продолжение вот этого видео, вторая часть. В первой части мы остановились на том, что я показала, как я делаю заготовку. Вот, и сейчас мы будем продолжать. Смотрите, я еще сшила такую же ленточку, которую я приклею вот сюда на сарафане. Ну, надо было это сделать в первую очередь, а потом уже низ. Но у меня, как всегда, вечно все не так. Теперь мне придется вот здесь вот немножечко оторвать то, что я приклеивала. Но я думаю, что ничего страшного. Все аккуратненько сейчас я оторву. Вот в этом месте, в серединке. И туда буду подпихивать центральную ленту. Так, вот таким образом я ее туда вставлю. И вот так вот выйду из положения. Но вообще, по-правильному сначала надо было ее приклеивать, а потом уже низ по кругу. Тогда не было бы такой проблемы. Вот, все тем же способом, что и снизу. Я приклеила саму ленту. Края я вот так закрыла тесьмой. И видите, красота получилась. Вот. Теперь вверху вот здесь, смотрите, здесь на конус идет. Здесь я тоже хочу такой же лентой сделать декор. Вот, но прямая сюда не пойдет полоска. И я сейчас покажу, как я буду выкраивать. В общем, здесь нужно будет вырезать, как валанчик кроится, немножечко полукругом. Сейчас я покажу, как я это сделаю. Так, приблизительно я тут на глазок размер определила интуитивно. И вот так полукругом, вот смотрите, видите, как я делаю, вырезаю. И вот здесь. Так, сейчас подровняю. Вот. И вот смотрите, я примеряюсь. Чуть-чуть не хватает, но так как она широкая, я сейчас уберу немножечко вот здесь сверху. И как раз у меня и длина станет такая, какая мне нужна. Так, сейчас я подровняю чуть-чуть уголок вот здесь. Вот смотрите, вот такая деталька должна получиться. Вот видите, ничего сложного, можно сразу на глазочек вырезать. Вот, и теперь у меня все сошлось. Вот на нее я и буду пришивать кусочки цветные. Но в моем случае это ленты атласные. Смотрите, я начну пришивать с середины. Если там на ленточках можно было там справа налево, слева направо, кому как нравится, то здесь я с середины и пойду поочередно в одну сторону и в другую. Вот так. Один пришила в одну сторону, другой кусочек в другую. Потом опять с одной стороны, потом с другой стороны. И у меня тогда будет все синхронно. Вот. И немножечко, видите, со смещением, вот так вот под углом буду делать, чтобы у меня все это получалось вот таким полукругом. Сейчас вот я немножечко пришью и покажу, как у меня это получается. Кстати, когда вот так поочередно делаешь, вот видите, как раз видно одинаковый как бы уголок. Вот видите, здесь и здесь. Это очень удобно. И тогда вот так получается все ровненько. Так, вот такая у меня получилась заготовочка. Я, видите, прострочила тоже по краям, проложила строчки. И теперь я спокойненько все лишнее срежу. И уже не буду переживать, что у меня что-то распустится. Все у меня будет на месте. Так, все я отрезала. Вот такая у меня получилась заготовочка для верхней части. И теперь все опять то же самое делаю. Приклею заготовочку, края закрою вот эти строчки тесьмой. Благо еще она у меня есть. Вот так у меня получилось.
Еще раз повторюсь, кто не хочет с клеем работать, вы можете это все пришить. Здесь уже каждый может включить свою фантазию. Вот, а можете делать так, как и у меня. Вот такая вот заготовочка. Видите, красивенькая получается. Теперь ручки. Ручки я сейчас буду шить ладошки. Просто от руки вот так нарисую ладошку. Прям ручкой. Это все вывернется, будет не видно. И по контуру, по которому я нарисовала, я прострочу 2 детальки вместе у меня. И я по линии нарисованной проложила строчку на одной детальке. Ну, вернее, как 2 детальки я соединила и еще 2. Так, и теперь лишнее все я срежу. И на второй то же самое. Вот. Теперь я хотела показать, вот у меня как бы такая жестковатая ткань, ее очень трудно выворачивать. Я пользуюсь таким способом. Видите, я карандашик вставила, и теперь палочку сверху вот так делаю, прислоняю и начинаю натягивать. И уже потом спокойненько выворачиваю. Вот такой вот как бы вспомогательный способ. Так, вот я вывернула. Вот смотрите, такие ладошки у меня получились. Пришиваться они где-то будут вот до сих пор вот так. И немножечко я там набью ваткой. Так, вот набила вот такие вот у меня ручки. Теперь сами рукава. Теперь вот эта ленточка. Я, значит, видите, она у меня такой же ширины, как и остальные. Но на рукава мне нужно поуже. Вот здесь вот в серединке я сейчас проложу 2 строчки на машинке. Вот, смотрите. Вот такие вот 2 строчки я проложила. И теперь между ними я разрежу эту ленту. И у меня получится 2 узеньких. Вот. Так, теперь я это пока отложу в сторонку. И, значит, рукава. Рукава я тоже на глазок вырезаю. Сейчас покажу, как. Вот так сворачиваю. И вот смотрите, вот таким образом вырезаю. Вот такой формы. Абсолютно ничего сложного. Кто ни разу не пробовал, попробуйте, вам понравится. Вот. Вот такая деталька должна получиться. Видите? Ничего сложного. А когда разворачиваете, вот он рукавчик. Вот здесь вот потом присборивать будем. Вот. Но сначала сейчас будем пришивать тесьму. Ну, вот этой вот одной будет достаточно. Я ее сейчас пополам разделю. И вот здесь посерединке пришью ее. Вот так. Вот видите, я пристрочила. Кстати, у меня, смотрите, 2 детали. Но это не потому, что я так задумала, да, а потому что вот я что-то зашпарилась и взяла на 2 этих заготовках. Вообще-то это у меня должны были 2 рукава быть. Но теперь у меня будут просто двойные рукава. Ну вот так, да, бывает, как говорят, и на старуху бывает проруха, да, так и у меня. Но здесь уже тоже, у кого как фантазия, вот тут на рукаве можно расшить, можно швы какие-нибудь, можно тесемочки. Я вот решила, что мне красного цвета не хватает, я добавлю красные ленточки, потом тесьму вот эту волнистую зигзаг. Вот что у меня получилось. Вот.
Очень симпатично. И теперь вот здесь вот я присбаривать буду. Прострочу на машинке строчку и потом ее вот так стяну. Вот. С одной стороны завязала узелочек и с другой стороны подтянула. И сделались вот такие складочки. Все. Такая вот головка получилась. И со второй стороны я тоже завязала. И тут снизу тоже я прострочила и стянула все. Вот такой получается рукавчик. Ручку пришиваем таким образом. Видите? Потом это вывернется и будет вот так. Вот. Пришиваем, а потом вот так вот сверну. Сейчас выверну здесь. Вот так вот сложу. И с изнанки вот здесь проложу строчку. Вот тут. Вот он рукав. Все я прострочила и теперь выворачиваю. Вот видите, как получилось. Вот такой рукавчик. Вот. Но мне здесь показалось, что у меня как-то сливается красное с красным. И я решила как-то это отделить. И вот думаю, ну, вышью, наверное, что-нибудь. Какой-нибудь шовчик сделаю. Как раз пригодились мне нитки с барахолки. Ну, я решила крестиком вышить по краю. Конечно, уже на сшитом рукаве мне это было сложновато делать. Поэтому у меня рукавчики немного потом отличаются. Я покажу. Ну, я всегда говорю, что ничего страшного. В любом случае, всегда это опыт. Вот, смотрите. Вот такие у меня получились рукава. Вот слева это первый, а справа это второй. Видите? Второй крестики там поинтересней. Получше смотрятся. Так, теперь я рукавчики набью ватой внутри. Можно синтепоном. Я не буду сильно набивать, потому что у меня заготовки двойные. У кого одинарные, можно набить прям поплотнее, чтобы ручки были такие вот пухленькие. И теперь вот так примерюсь, где они у меня должны быть. И потайным шовчиком буду пришивать. Но сначала я подзатяну вот это вот отверстие. Я еще раз по кругу прошлась вручную вперед иголкой. И сейчас закреплю, и все. И буду пришивать потайным стежком к самой кукле. И вот что у меня получилось. Вот такая вот уже почти готовая куколка. Вот смотрите. Мне все нравится. Но, девочки, ну на сегодня опять получилось очень много. И я все-таки решила, что сделаю еще третью часть. В третьей части нужно будет головной убор сделать. И, не знаю, может быть, расшивать личико. Но посмотрю. Может быть, будет и без лица, как просто образ. Либо же, может быть, вышьем глазки, там ротик. Так что на сегодня у меня все для вас. Но я с вами не прощаюсь. Кто, если захочет, можете сами импровизировать и сделать свой головной убор. Ну, кто захочет подождать меня, тогда подождите. И в третьей части будете делать вместе со мной. Вот. А у меня на сегодня для вас все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И если вам не трудно, конечно, я буду очень рада. Всем пока-пока. До новых встреч.